Ким Тэ-хён в очередной раз сумел растопить сердце многих, без выхода на сцену и без ослепительного света камер. Трогательная история, начавшаяся на свадьбе самой известной южнокорейской звездной пары Шин Ми-на и Ким У-бина, снова стала вирусной и обсуждается среди поклонников К-поп и любителей развлечений. Внимание привлекло не роскошное платье или звездный список гостей, а присутствие Ким Тэ-хёна из BTS, который присутствовал на свадьбе удивительно просто, спокойно и элегантно. Историю впервые рассказал известный кинорежиссер Юкена, который поделился небольшим, но запоминающимся моментом со свадьбы. В своем рассказе он упомянул, что его жена прислала ему сообщение, полное удивления и восторга: «Ви из BTS здесь». Сначала Юкена растерялся и начал оглядываться по сторонам, ища мировую звезду, чье имя известно почти во всем мире. Однако вместо того, чтобы увидеть кого-то выделяющегося или привлекающего внимание, его взгляд упал на мужчину, тихо сидящего среди известных актеров и продюсеров. Этим мужчиной был Ким Тэ-хён. Он сидел аккуратно, был одет просто, в очках и не делал никаких преувеличенных жестов. Не было попыток привлечь внимание, не было намеренно созданной ауры суперзвезды. Он выглядел как любой другой гость, естественно вписываясь в атмосферу, как будто говоря, что этот день был посвящен не ему, а празднованию счастья двух влюбленных. Этот момент заставил поклонников, особенно ARMY, влюбиться в него заново. В мире развлечений, часто синонимичным роскоши и вспышкам фотокамер, поведение Тэ-хёна казалось по-настоящему искренним и уравновешенным. Он глубоко понимает вес и влияние своего имени. И все же, вместо того, чтобы использовать его для того, чтобы стать центром внимания, он предпочел оставаться сдержанным, дать пространство другим и почтить святость момента. История быстро распространилась в социальных сетях и на корейских развлекательных порталах. Многие хвалили скромность Тэ-хёна, называя его реальным примером того, как крупная звезда может оставаться простой. Некоторые фанаты даже говорили, что именно поэтому обаяние Тэ-хёна так сильно, не только из-за его привлекательной внешности, но и из-за его теплой и чуткой личности. Интересно, что, несмотря на его попытки оставаться незаметным, присутствие Ким Тэ-хёна все равно было трудно игнорировать. Сидя среди уважаемых актеров и продюсеров на свадьбе Ким У-бина, его внешность выделялась естественным образом. Не из-за дорогой одежды или броского стиля, а из-за особой ауры, которая, кажется, является неотъемлемой частью его личности. Этот момент также вызвал предположения среди фанатов. Увидев Тэ-хёна рядом с известными актерами и деятелями киноиндустрии, многие начали задаваться вопросом, может ли это быть знаком того, что Ким Тэ-хён вернется к актерской деятельности? Как известно, Тэ-хён не новичок в мире актерского искусства. Ранее он уже демонстрировал свой актерский талант и получал положительные отзывы, особенно в проектах вместе со своими близкими друзьями из Угар Сквад. Актерский опыт Тэ-хёна в сочетании с его яркой внешностью и сильной харизмой убедили многих поклонников в том, что у него есть огромный потенциал, чтобы снова засиять как на телевидении, так и на большом экране. Нахождение рядом с опытными актерами и продюсерами символизирует, что двери в мир кино всегда открыты для него. Более того, фанаты начали говорить о 2026 году как об идеальном времени для ожидания возвращения Тэ-хёна к актерской деятельности. Однако, помимо всех предположений и надежд, больше всего выделялась скромность Ким Тэ-хёна. В момент, когда многие могли бы гордиться собой или стремиться продемонстрировать свой статус, он выбрал простоту. Он был самим собой, без притворства, без каких-либо усилий, чтобы быть в центре внимания. Именно это заставляет ARMY гордиться им и любить его еще больше. Для фанатов Тэ-хён не просто айдол или знаменитость. Он учит тому, что слава не обязательно должна менять поведение человека. Что быть великим не означает выглядеть грандиозно, и что простота, если она проявляется искренне, может стать самой сильной формой привлекательности. Эта трогательная история со свадьбы Шин Ми-на и Ким У-бина может быть лишь небольшим фрагментом в суетливом мире корейских развлечений, но для многих она служит напоминанием о красоте смирения. Ким Тэ-хён в своей спокойной и простой манере в очередной раз доказывает, что истинное обаяние не всегда исходит от вспышек фотокамер, а от отношения и характера. Поклонники, наслаждаясь этой трогательной историей, могут только улыбаться и ждать следующего момента, когда Ким Тэ-хён раскроет другую сторону своей личности.
Будь то на сцене, на телевидении или, возможно, в мире кино, если 2026 год действительно ознаменует новое начало для Тэхёна в актерской карьере, одно можно сказать наверняка. Он останется тем же Ким Тэхёном, простым, скромным и глубоко любимым AR-MUI по всему миру. На фоне продолжающегося энтузиазма и спекуляций многие фанаты считают, что этот момент на свадьбе Ким Убина и Шин Мина показал наиболее подлинную сторону Ким Тэхёна. Не Тэхёна как мировую суперзвезду BTS V, а Тэхёна как человека, уважающего личное пространство, атмосферу и окружающих. Он не привлекал к себе всеобщее внимание, но оно естественным образом нашло к нему путь, прекрасная ирония, возможно, только для человека с таким сильным характером. AR-MUI также широко обсуждали, как Тэхён неизменно демонстрировал такое отношение с момента своего дебюта и до настоящего времени. Несмотря на невероятный успех, установление мировых рекордов и огромное влияние в мировой музыкальной индустрии, он остается известным как теплый, вежливый и непритязательный человек. Во многих случаях Тэхён проявлял уважение к старшим, коллегам и сотрудникам, работающим за кулисами. Его присутствие на свадьбе стало реальным доказательством того, что эти ценности не просто образ, а настоящая часть его личности. Многие поклонники также отметили, как Тэхён решил сидеть среди актеров и продюсеров, не пытаясь занять особое положение. Он не искал зарезервированного места, не изолировался и не создавал дистанции. Он присутствовал как гость, наслаждающийся мероприятием, поздравлял и разделял счастье пары. Такое отношение заставило многих почувствовать, что Тэхёна легко полюбить, даже тем, кто знакомится с ним впервые. В то же время, присутствие Тэхёна среди деятелей киноиндустрии вновь разожгло воображение поклонников относительно его будущего в актерской профессии. Благодаря своему предыдущему опыту, особенно в работе с участниками Уугр Squad, Тэхён доказал, что он не полагается исключительно на внешность. Он обладает эмоциональной глубиной, способностью создавать персонажей и чуткостью, необходимой в актерской игре. Неудивительно, что многие AR-MUI надеются, что 2026 год станет подходящим временем для возвращения Тэхёна в кино или на телевидении с более зрелыми и сложными проектами. Однако, какой бы путь он ни выбрал в будущем, поклонники, кажется, едины в своей поддержке, не только из-за его таланта или славы, но и из-за того, какой Ким Тэхён есть на самом деле. Он – доказательство того, что можно достичь вершины, не теряя корней. Что истинный успех измеряется не только достижениями, но и тем, как человек относится к другим. То, что началось с простого текстового сообщения и мимолетного взгляда на свадьбу, превратилось в гораздо более масштабную историю смирения, элегантности и простоты, историю звезды, которая выбирает свой собственный путь. Ким Тэхён в очередной раз напоминает многим, что самая сильная форма обаяния – это не дорогая одежда или вспышки фотокамер, а искренность и доброе сердце. В заключение, этот момент может пройти, сменившись новыми заголовками в корейской индустрии развлечений, но впечатление, которое оставляет Ким Тэхён, останется в сердцах поклонников. Вернется ли он к актерской карьере в 2026 году, сосредоточится ли на музыке или исследует другую сторону своей личности, одно можно сказать наверняка: Тэхёна всегда будут любить, уважать и ценить AR-MUI. Своей тишиной и простотой Ким Тэхён продолжает доказывать, что смирение – это самая прекрасная форма роскоши. По мере распространения истории она постепенно превратилась из простого анекдота в тихое размышление о славе, самоидентификации и о том, как человек выбирает путь к успеху. Многих тронуло не только то, что Ким Тэхён сделал на свадьбе, но и то, чего он не сделал. Он не стремился к вниманию. Он не утверждал свой статус. Он не отделялся от других. В индустрии, где иерархия и имидж часто диктуют поведение, его выбор казался почти революционным в своей простоте. Многие фанаты начали пересматривать старые интервью и моменты из карьеры Тэхёна, понимая, что это не было разовым случаем. Это спокойное, уважительное поведение присутствовало с самого начала. С самых первых дней своего дебюта в BTS Тэхён часто описывался сотрудниками и старшими коллегами как вежливый, наблюдательный и эмоционально чуткий человек. Даже когда BTS достигли беспрецедентных мировых высот, близкие к нему люди часто говорили о том, как мало изменилась его основная личность. На церемониях награждения его часто видели низко кланяющимся старшим, внимательно слушающим, а не доминирующим в разговорах.
За кулисами всплывали истории о том, как он лично благодарил стилистов, осветителей и съемочные группы, небольшие жесты, которые редко попадают в заголовки, но оставляют неизгладимое впечатление на тех, кто их переживает. Поэтому момент со свадьбы не казался чем-то необычным. Он воспринимался как подтверждение. Для ARMY это осознание имело глубокий эмоциональный смысл. Фанаты наблюдали, как Тэхён вырос из юного стажера в одного из самых узнаваемых артистов в мире. Они радовались его достижениям, защищали его в трудные времена и находили утешение в его музыке и словах. Видеть, как он остается приземленным, даже когда камеры не должны были его видеть, было очень обнадеживающе. Это подтверждало, что человек, которым они восхищались, был не просто тщательно созданным для публики образом, а искренним человеком в своей основе. Контраст был поразительным. Вот Ким Тэхён Ви из BTS, артист, чье влияние распространяется на континенты, чье лицо появляется на рекламных щитах, обложках журналов и в глобальных компаниях, тихо сидит на свадьбе, довольный просто своим присутствием. Никакого выступления. Никакого внимания. Только искренность. В мире, одержимом публичностью, он выбрал невидимость, и каким-то образом этот выбор заставил его сиять еще ярче. Этот момент также вызвал более широкие дискуссии о самой культуре знаменитостей. Многие поклонники и комментаторы отметили, насколько редко человек такого уровня, как Тэхён, так органично вписывается в окружение других влиятельных личностей. Часто слава создает дистанцию. Она возводит невидимые стены. Однако Тэхён, казалось, двигался в противоположном направлении, к сближению, к равенству, к общей человечности. Некоторые корейские пользователи сети отметили, что такое поведение отражает более глубокую культурную ценность, уважение к событию. Свадьба – это не мероприятие на красной дорожке. Это священное, личное торжество соединения двух жизней. Выбрав простоту, Тэхён почтил это значение. Он позволил паре оставаться в центре своей собственной истории, что во многом может быть величайшим проявлением уважения. По мере продолжения обсуждений внимание постепенно вернулось к вопросу, который поклонники не могли игнорировать – актерское мастерство. Вид Тэхёна в окружении актеров, режиссеров и продюсеров вновь разжег давние надежды. Его предыдущие актерские работы, хотя и ограниченные, оставили сильное впечатление. Когда он появлялся в ранних проектах, зрители хвалили его эмоциональную выразительность и естественное присутствие на экране. Всегда было ощущение, что актерская карьера для него не просто побочный эксперимент, а путь, который он однажды сможет исследовать глубже. Члены Ugr Squad, его близкого круга друзей-актеров, часто с теплотой отзывались о его страсти к кино и рассказыванию историй. Окружение такими влияниями естественным образом подпитывало его интерес. Фанаты начали представлять, какие роли могли бы ему подойти сейчас, спустя годы, после того, как личностный рост, творческие поиски и жизненный опыт сформировали его еще больше. Идея 2026 года как потенциального поворотного момента стала находить все больший отклик. Не из-за какого-либо официального объявления, а потому что это казалось символически правильным. Время, когда Тэхён, уже достигший так многого в музыке, может выбрать другой способ самовыражения. В конце концов, актерская игра позволила бы ему по-новому исследовать эмоции, сюжеты и взгляды, то, что, по мнению фанатов, идеально соответствует его интроспективной натуре. Однако, что интересно, даже в разгар этого ажиотажа большинство фанатов прежде всего подчеркивали одно – они поддержат его независимо от того, что он выберет. Это чувство говорит о многом. Оно говорит о том, что связь Тэхёна с аудиторией выходит за рамки проектов и графиков. Она основана на доверии. Доверие к тому, что какой бы путь он ни выбрал, он будет искренним, продуманным и верным самому себе. По мере того, как история свадьбы распространялась, она постепенно стала чем-то большим, чем просто новостью о знаменитостях. Она стала напоминанием. Напоминанием о том, что смирение все еще существует. Что доброта не исчезает с успехом. Что человек может стоять на вершине мира и при этом тихо сидеть среди других. Для многих молодых фанатов поведение Тэхёна стало негласным уроком. Что величие не требует высокомерия.
что уверенность не обязательно должна быть громкой. Что настоящее присутствие заключается не в том, чтобы командовать комнатой, а в том, чтобы уважать ее. В эпоху, когда публичность часто приравнивается к одобрению, его тихая уверенность казалась освежающей. Инсайдеры индустрии также обратили на это внимание. Некоторые анонимно отмечали, что репутация Тэхёна за кулисами всегда была положительной. С ним легко работать. Он внимателен. Обладает высоким эмоциональным интеллектом. Эти качества, по их словам, часто являются залогом долгой и успешной карьеры, гораздо важнее, чем мимолетная шумиха. Шли дни, и появлялись новые заголовки, как это всегда бывает. Но история той свадебной церемонии осталась в памяти. Она не потому, что была драматичной, а потому, что была настоящей. Она позволила заглянуть в душу Ким Тэхёна, когда свет выключен и нет никаких ожиданий. В конце концов, возможно, именно поэтому этот момент так глубоко затронул людей. Он напомнил, что подлинность нельзя создать искусственно. Она проявляется естественно в непринужденных моментах, когда никто не пытается произвести впечатление. И в том тихом свадебном зале, среди актеров и продюсеров, Ким Тэхён сделал именно это, просто оставаясь самим собой. Будь то возвращение к актерской карьере, новая музыка или неизведанные пути, поклонники уверены в одном – Тэхён продолжит идти вперед с той же грацией, уважением и смирением, которые определяли его до сих пор. И, поступая так, он продолжит вдохновлять, не грандиозными жестами, а тихим примером. Иногда самые сильные истории пишутся не на сценах или экранах. Иногда они разворачиваются тихо, в моменты, предназначенные только для того, чтобы их прожить. И все же, когда ими делятся, они напоминают миру о чем-то очень важном. Истинная элегантность заключается не в том, насколько ярко человек сияет, а в том, насколько мягко он движется по миру. И поэтому, пока AR ждут, терпеливо, с любовью, чего бы ни ждали дальше, они делают это с уверенностью. Уверенностью в том, что Ким Тэхён во всей своей простоте останется именно тем, кем он всегда был. Мировая звезда с простым сердцем. Человек, чье смирение говорит громче славы. Присутствие, которое не требует внимания, но при этом легко его заслуживает. В этой тихой истине его наследие продолжает расти не только как художника, но и как личности.